Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас понедельник, 6 февраля, выпуск промежуточный, и мы с вами обсуждаем те события, которые произошли сегодня, и захватим также, вероятно, те события, которые произошли на выходных. Так, хочу сразу попросить извинения за наш выпуск с Сергеем Жирновым, в итоговый выпуск на прошлой неделе, который вышел вчера, в воскресенье. Плохой звук, мы знаем проблему, в следующий раз обязательно эту проблему решим. Проблема не с моим микрофоном, поэтому замечания прошу подобные не оставлять. Мы проблему уже выяснили, проблему решим. Все будет замечательно, не переживайте. Обещаю, следующий эфир сделаем все возможное для того, чтобы это исправить. Так, давайте теперь перейдем к событиям. Ну, во-первых, конечно, землетрясение в Турции, которое захватило и часть Сирии. Страшная трагедия, страшное огромное количество жертв. Природная катастрофа, конечно, это жутко. Жуткие кадры приходят с Турции, дома складываются. Действительно, это и вправду банальные фразы, как карточные домики, но так и есть. Я хочу принести свои соболезнования от всей нашей команды всем, кто пострадал в этой ужасной природной катастрофе. Это действительно страшно, и смотреть на это жутко. Многие страны предложили свою помощь, предложил и президент Зеленский, молодец, несмотря на то, что, в принципе, Украина так сейчас находится в достаточно тяжелом положении, все-таки помощь предлагает, хотя Украина сейчас и сама нуждается в помощи. Предложил помощь и президент России Владимир Путин. Созвонился с Эрдоганом и, конечно, попытался на этом сыграть. Сыграть на беде, сыграть на горе людском, сыграть на эмоциях. Получится или не получится, сказать очень сложно. Эрдоган человек прагматичный, может и попытаться на этом пропиарить Путина. Почему нет? Я понимаю, что выглядит это кощунственно, но как есть. В принципе, я опять-таки пойму, если Эрдоган примет помощь и от Путина, но в конце концов, во-первых, отношения действительно неплохие между ними, а во-вторых, все-таки помощь не бывает лишним. Да, пусть это кровавый злодей, но помощь лишней абсолютно не бывает. Так, ладненько, перейдем теперь к немножко другим темам. Поссорились Путин с Патрушевым. Это действительно замечательная тема. Тема замечательная, потому что она стоит отдельного рассмотрения. Мы понимаем, что недовольство Патрушева, который сконцентрировал вокруг себя практически, еще раз подчеркиваю, практически всех силовиков, это очень интересные события. Очень интересные, они нас очень занимают. Занимают, потому что от этого зависит, в принципе, и дальнейший расклад, как внутриполитический в России, так, конечно, и внешняя политика, да, и чего там греха таить, ход войны от этого тоже вполне зависит. От этого зависит и возможные переносы либо на чуть раньше срок, либо на позже, и военного положения, и мобилизации. И вообще эта ситуация нетривиальна, скажем так. Бывало, что ссорились и Патрушев с Путиным, как ссорились, не то что ссорились, а выявляли точки недопонимания. Было такое, что и с Бортниковым Путин тоже входил. Это нельзя назвать конфронтацией, все-таки это все-таки какое-то недопонимание, да, и которое со временем уходило. Я просто хочу обратить внимание, что Путин в последнее время ссорится с многими. И с Ковальчуком ссорился, правда, помирился довольно быстро. И вот я думаю, что с Патрушевым так быстро помириться навряд ли получится. По крайней мере, те разногласия, которые сейчас есть между ними, они довольно серьезны. И я думаю, что найти компромисс у них навряд ли в ближайшее время получится.
Будем смотреть, как будут развиваться события, потому что впереди послание президента Федеральному собранию. Если конфликт будет развиваться по восходящей, то не исключены, еще раз подчеркиваю, я не говорю, что это предопределено, но не исключены кардинальные решения Путина по поводу кадровых решений, как минимум в силовом блоке. Может попытаться Путин вырвать у Патрушева влияние, забрать на себя, перетащить, да, часть влияния в силовом блоке, ну, хотя бы, да, поменяв главу директора ФСБ и главу МВД на кого-то другого, на более такие фигуры, на более заметные, на более лояльные Путину. И в первую очередь, конечно, здесь идет борьба вокруг директора ФСБ. Конечно, Путин может и не решиться ни на какие громкие шаги, может оставить и Патрушева, и Бортникова директором ФСБ. Ну, посмотрим, что тут гадать. В любом случае развивается все очень интересно. Мы говорили о том, что основные события начнутся вот уже, скорее всего, уже в этом месяце, к концу этого месяца и, скорее всего, в начале следующего. То, что предопределит дальнейшее развитие событий, то, что предопределит, как будут развиваться события к концу этого года. Я даже думаю, не к концу года. У нас большие надежды на конец лета, начало осени этого года. По крайней мере, такие рамки видим мы. Так, теперь давайте перейдем к встрече с главой РЖД Путина. Встреча с главой РЖД не так интересно, сколь интересно общение Путина с Лукашенко. Поэтому встречу с главой РЖД немножко отложим, а вот встречу с Лукашенко обсудим. Не встреча, извиняюсь, телефонный разговор с Лукашенко, я уже совсем заговорился. Телефонный разговор с Лукашенко. Путин в связи с тем, что уже поссорился практически со всеми, пытается надавить на Лукашенко для принятия каких-то важных для него решений, для Путина, конечно, решений, и пытается уговорить его выполнить как минимум те обещания, которые давал Лукашенко, но Лукашенко не так прост. Разговор, сразу скажу, не задался. Темы, которые обсуждались, Лукашенко всячески пытался даже отказаться от новых обещаний, и по прежним обещаниям делал в основном оговорки. Оговорки, здесь уже можно играться со словами, но всячески пытался увильнуть Лукашенко. Выглядит все это, конечно, комично, когда один кровавый преступник и тиран, извиняюсь за выражение, задрачивает другого кровавого преступника и тирана. Со стороны, конечно, выглядит это весело. Но если бы это не было так грустно для народов России, Республики Беларусь и, конечно же, Украины, которая страдает абсолютно ни за что. Так вот, Лукашенко, конечно, отказывается и развязывать, и давать возможность российским войскам наступать с территории Республики Беларусь. Отказывается в каком плане? Отказывается отказывает тыловую поддержку. Там очень много нюансов, от которых Лукашенко буквально, еще раз подчеркиваю, буквально отказывается. Может ли Путин надавить? Ну, конечно, может. У него довольно много рычагов влияния. При этом Лукашенко может, опять-таки, поступить, скажем так, не банально. Может, мы опять-таки уже говорили об этом, Си Цзиньпин может своему большому другу Александру Лукашенко гарантировать как минимум территориальную целостность Республики Беларусь, и в этом плане Россия никак не повлияет на такое решение. Путин не в состоянии будет. Если при этом Си Цзиньпин предложит какие-то бонусы Путину, да, то не будет никакого раздора. Путин, скрипя зубами, все проглотит. Интересно другое. Интересно, если будет такая диспозиция, то будет ли она явной, будет ли это объявлено во всеуслышание. Отважится ли Си Цзиньпин пойти на столь радикальный шаг, как он объявил для главы Казахстана Токаева,
гарантии территориальной целостности Республики Беларусь. Вот это очень интересно. Так, ну, основные события мы с вами обсудили сегодняшнего дня. Да, день не богат на события, но прежде всего, конечно, землетрясение – это огромная трагедия, землетрясение в Турции. Хочу сказать, что эмпатия – это одно из главных человеческих чувств. Сопереживание очень важно, причем без разницы, друг – это враг или человек, который относится к вам нейтрально. Сопереживание – это очень важно. Мы тем и отличаемся от животных, что мы умеем сопереживать. И это чувство прекрасно, на мой взгляд. Я думаю, что кто-то может со мной не согласиться, но я считаю, что это одно из важнейших человеческих чувств. Так, большое спасибо, что были со мной. Я обязательно отвечу на вопросы в Patreon на этой неделе, в начале этой недели. Я думаю, что выйдут 2 выпуска, потому что на прошлой неделе немного задержал в связи с острой нехваткой времени. А нашим уважаемым подписчикам хочу посоветовать также подписаться на наш Patreon, и ссылочка есть в описании, и задавать там свои вопросы. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это главное. Всего доброго, до свидания.